Сегодня у нас будет небольшой тест. Проверим, насколько вы хорошо умеете использовать английскую грамматику в разговорном контексте. Именно в разговорном контексте. Если вы тут первый раз, my name is Jerry. Мы тут учим разговорный английский. Подписывайтесь, вам будет полезно. Начинаем. Before we start, у нас будет 10 вопросов, и вам нужно выбрать правильный ответ. У вас будет 5 секунд для этого. И после каждого вопроса будет объяснение от меня. И, конечно, посмотрим контекст использования в разных фильмах. You ready? Let's do it. Начинаем. The first question. Как правильно сказать? Тебе следовало позвонить ей. 3 варианта. You should call her. You should have called her. You should have called her. 5 секунд. Окей. Правильный тут ответ это у нас третий. You should have called her. Почему именно третий? You should call her означает тебе следует ей звонить или позвонить, то есть сейчас. Но когда речь идет о прошлом, тебе следовало позвонить ей, в этом случае уже нужно should have и наш смысловой глагол в третьей форме. Тебе следовало бы прийти, you should have come, следовало бы ей подарить подарок, you should have given her a gift. You should have и смысловой глагол в третьей форме. То есть, еще раз, you should call her, тебе следует. You should have called her, тебе следовало. А you should have called совсем неправильный. Такого варианта вообще нигде не нужно, мы так вообще не говорим. То есть, после should have глагол должен быть в третьей форме. Для максимального понимания грамматики вам нужно смотреть все в контексте. Абстрактно не очень эффективно, поэтому в этом уроке мы будем использовать контекст. Посмотрим разные отрывки из фильмов, где носители используют these grammar structures. Let's listen, послушаем. You should have given that man his money back. You should have given that man his money back. Мы видим you should have. И после have идет глагол give. Но уже в третьей форме у нас есть give, gave. Третья форма given. You should have given that man his money back. Как вы бы это перевели? Конечно, правильно сказали. Тебе следовало вернуть этому человеку его деньги. One more. Never should have left. I never should have left. Тут уже отрицание. I never should have left. Как вы перевели? Все верно. Мне не следовало уйти. То есть лучше бы, если бы я остался. I never should have left. И важно в произношении мы говорим should have. Не отдельно should have. А should have. I never should have left. I never should have left. You should have given that man back his money. То есть should have следовало бы. Второй вопрос. Как правильно сказать? Она привыкла просыпаться рано. 3 варианта. She's used to waking up early. She used to wake up early. She's getting used to waking up early. Выбираем. Окей, 5 секунд. Now the correct answer. Правильный ответ. She's used to waking up early. Почему именно эту структуру? Потому что, когда мы говорим привык или она привыкла, нам нужна структура глагол to be и used to. Она привыкла, she is used to waking up early. А второй вариант, she used to wake up early означает раньше она просыпалась рано. То есть used to без глагола to be означает раньше я что-то сделал, раньше мне было привычно, больше это не происходит. Например, раньше я много ел, I used to eat a lot. Раньше я много спал, I used to sleep a lot. Тут без глагола to be. Но когда мы добавляем глагол to be, уже получается я привык. То есть сейчас у меня есть эта привычка. Например, я привык много спать. I am used to sleeping a lot. Привык много есть. I'm used to eating a lot. То есть без глагола to be,
означает раньше, с глаголом to be означает привык сейчас. А третий вариант, на всякий случай, she's getting used to waking up early означает она привыкает, еще в процессе привыкания, пока нет этой привычка, еще как бы привычка еще формируется, is still in the process of being created, so to say. Посмотрим контекст использования. Of course, I am used to being around kids as I Of course, I am used to being around kids. Конечно, я привык быть рядом с детьми. И тут очень важно заметили, что после I am used to наш смысловой глагол имеет инговое окончание. I am used to being around kids. Также тут такая же, как у нас было тут написано in the presentation, she's used to waking up early. Она привыкла просыпаться рано. То есть после I am used to, я привык, наш смысловой глагол должен иметь инговое окончание. I'm used to being around kids. Еще пример. You see, Alan, most beautiful women are used to guys chasing after them all the time. You see, Alan, most beautiful women, некоторых красивых женщин, привыкли к тому, что are used to guys chasing after them all the time, к тому, что постоянно за ними бегают парни. They are used to guys chasing. Вот chase – это бежать за кем-то. They are used to guys chasing after them all the time. Еще раз, обратно сюда. When we say used to без глагола to be, это раньше чем-то занимался, раньше что-то произошло, но больше этого не происходит. She's used to waking up early с глаголом to be означает привык, сейчас у меня есть эта привычка, я к чему-то привык сейчас. А getting used to еще в процессе привыкания. Третий вопрос. Как правильно сказать? Она привыкнет к такой погоде. Три варианта. She'll used to the weather. She'll get used to the weather. She'll get used to the weather. Выбираем. 5 секунд. Окей, правильный ответ. She'll get used to the weather. Когда речь идет о том, что привыкнуть, во-первых, речь идет о будущем, и для этого нам, конечно, нужно will. Но в таком случае мы используем get, used to. Глагол get обычно подчеркивает изменение в состоянии. Например, it's getting cold, становится холоднее. It's getting dark, становится темнее. Вот. Get обычно подчеркивает изменения. Также, когда мы говорим о том, что будет новая привычка, она привыкнуть означает будет новая привычка, изменение. Поэтому she will get used to the weather. Он привыкнет. He'll get used to it. Глагол will и get used to. Если там идет существительное, как у нас тут погода, просто weather, и все. Но если там идет глагол, должен иметь инговое окончание. Он привыкнет к проживанию. He'll get used to living in this town. Как обычно, контекст. Послушаем. Andrew and I are used to it, and I'm sure in time Alex will get used to it too. Andrew and I, Андрей и я, мы уже привыкли к этому. And I'm sure, я уверен, со временем Alex will get used to it. Мы тут видим are used to. Помните? Are, глагол to be, с used to означает мы уже привыкли. У нас уже есть эта привычка. Нам уже нормально, уже привыкли. Andrew and I are used to it. And I'm sure, уверен, что Alex привыкнет. Уже речь идет о будущем. Уже заменяем глагол are с глаголом get. Alex will get used to it too. То есть, в будущее время привыкнет, мы говорим I will get used to something. Для закрепления, как их не путать, я раньше жил в этом городе. I used to live in the city. Без глагола to be, глагола to get, без всего. Просто used to. I used to live in the city. Я уже привык жить в этом городе. I am used to living in the city. Я привыкну жить в этом городе. I will get used to living in the city. Я привыкаю жить в этом городе.
I am getting used to living in the city. Для практики напишите ваши примеры с этими структурами в комментарии. It is really good for practice. Do that, okay? Идем дальше. И, кстати, если вы же решили, что в этом году вам необходимо уже наконец-то улучшить разговорный английский, то есть начать уверенно, комфортно использовать английскую грамматику в контексте, тогда я приглашаю на мой разговорный курс to FLUENCY. Мы именно так учим грамматику, не просто абстрактно, а в контексте, с фильмами, с музыками, with movies and films, чтобы вы увидели, начали ощущать, как носители используют грамматику в контексте. Курс начинается 3 февраля. Сейчас идет предзапись. У нас с вами будет регулярная практика. Разговорные клубы несколько раз в неделю со мной и с моими коллегами. Все носители языка. Будут вебинары со мной. У вас будет личный наставник. Он будет с вами работать. В течение обучения будет длиться 5 недель. Ссылка будет в описании. Присоединяйтесь для улучшения разговорного навыка в английском языке. Увидимся скоро на курсе. Идем дальше. Сейчас уже будет немножко сложнее. Уже 2 варианта. Как правильно сказать? Он бросил курить. He stopped to smoke. Или he stopped smoking. Выбираем. Окей. Правильный ответ. He stopped smoking. И вопрос, как? В чем же отличие между... Все тут одинаково, просто тут есть у нас инфинитив to и тут герундия. Да, глагол stop можем использовать и с инфинитивом, и с gerund. Герундия означает глагол с инговым окончанием, как у нас тут. Но в чем отличие? Когда речь идет о том, что мы бросили или перестали чем-то заниматься в общем, нам нужно глагол stop с смысловым глаголом с инговым окончанием. He stopped smoking означает он бросил курить. Эта тема довольно продвинутая, но постараюсь простыми словами вам объяснить. Вот, he stopped smoking, он бросил курить. He stopped to smoke означает он остановился, чтобы покурить. То есть stop мы используем, когда одно действие останавливаем, чтобы начать другое. Еще в контексте. For example, here у нас есть I stopped to smoke. Он остановился покурить. He stopped to have lunch. Означает, например, он куда-то ехал и решил остановиться для того, чтобы пообедать. He stopped to have lunch. Остановился, чтобы пообедать или перекусить. People stopped to look at the fire. Люди остановились, чтобы посмотреть на пожар. То есть одно действие окончено или приостановлено, и другое действие начато. Это stop to do. А stop doing означает прекратить или бросать. He stopped smoking. Он бросил курить. Когда, например, очень шумно все разговаривают, начальник может сказать stop talking, что означает прекратите разговаривать. Тут нельзя сказать stop to talk. Not correct. He stopped looking for his dog. Его собака потерялась. Он перестал искать свою собаку. Мы скажем he stopped looking for his dog. Для закрепления stop to do с инфинитивом означает прекратить делать что-то на короткое время, чтобы сделать что-то другое. Stop to smoke, stop to have lunch, stop to look at the fire. А stop doing означает прекратить делать что-то. И вопрос к вам. Ваш ответ в комментарии напишите, как правильно сказать. Перестаньте купить ненужные вещи. Stop buying irrelevant things или stop to buy irrelevant things. Ваш вариант напишите в комментарии. А пока посмотрим контекст использования. Let's listen. Driver didn't even stop to see if he was okay. The driver didn't even stop to see if he was okay. Водитель даже не остановился, чтобы проверить. Мы видим тут прекращение одно действие водить машину, чтобы начать
что-то другое, посмотреть, все ли с ним в порядке. То есть водитель даже не остановился, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Еще one more example. I just want you to stop to take a rest. I just want you to stop to take a rest. Я просто хочу, чтобы ты остановился и отдохнул. Как мы видим, речь идет о том, чтобы ты, то есть прекратил что-то делать и отдохнуть, начать другое действие. Представьте, если бы мы там меняем немножко структуру. I want you to stop resting. Уже не инфинитив, а герундия. I want you to stop resting означает я хочу, чтобы ты прекратил отдохнуть. Уже все. Больше не нужно тебе отдохнуть. I want you to stop resting. То есть очень такой тонкий грань, но они вообще разные. They are absolutely different. Stop to do and stop doing. Идем дальше. Как правильно сказать? Он сказал мне, что устал. Выбираем. He told me he was tired. He said me he was tired. He said he was tired. He told he was tired. У нас тут два правильных ответа. Выбираем. Конечно, the two correct answers. The first, это у нас he told me he was tired. И второй правильный ответ he said he was tired. Почему именно эти правильные? Потому что, когда мы говорим tell, с глаголом tell, всегда нам нужно упоминать, кому было сказано. He told me. А с глаголом say нельзя упоминать, кому было сказано. То есть в прямом добавить, кому и глагол say нельзя сказать. He said me. Это грубая ошибка, которую часто делают студенты. He said he was tired. С глаголом say нам не нужно упоминать, кому было сказано. А с глаголом tell нам обязательно упоминать. Вот тут неправильно, потому что нет слова me. Потому что с глаголом tell обязательно нужно нам добавить me или him или her и так далее. То есть, как запомнить? He told me означает он сказал мне. He said he was tired. Он сказал, что он устал. То есть, чаще всего с глаголом tell нам нужно кому, и с глаголом say нам не нужно указать, кому было сказано. В контексте. He said that you advised him. He said that you. Как заметили, he said that. Тут не he said me, he said him, he said that. Он сказал, что без упоминания кому. Well, first he told me he liked how И тут уже глагол tell, в прошедшее told. First, he told me. Уже с глаголом tell нам нужно упоминать обязательно, кому было сказано. He told me. Он сказал мне. Он сказал что? He said that. Он сказал кому? He told me. Very, very important. Let's go further. Идем дальше. Как правильно сказать? Жаль, что я не говорю по-французски. Три варианта. Выбираем. I wish I can speak French. I wish I could speak French. I wish I could spoke French. 5 секунд. Окей, правильный ответ. I wish I could speak French. Глагол wish довольно уникальный глагол, и мы подробно поговорим об этом на моем курсе, который начинается уже в феврале, 3 февраля. Ссылка уже в описании. Когда мы хотим сказать «жаль, что у меня нет чего-то, жаль, что я не умею делать что-то», нам нужно I wish, и глагол, который идет после I wish I, должен быть в прошедшей форме, хотя речь совсем не идет о прошлом. Вот у вас тут жаль, что я не говорю, мы говорим I wish I could speak French, или жаль, что у меня нет машины. Глагол иметь это have, в прошедшее это had. Получается I wish I had a car. Жаль, что у меня нет
машине. Или жаль, что у меня нет времени. I wish I had more time. I wish плюс I, а затем идет наш смысловой глагол в прошедшей форме. In the past simple form. В контексте, let's listen. I wish I knew what to say. I wish I knew what to say. I wish и идет глагол know в прошедшей форме. Knew. I wish I knew what to say. Как бы получается, жаль, что не знаю, что тебе сказать. Или хотел бы я знать, что тебе сказать. I wish I knew what to say. One more example. Boy, I wish I had your job. Boy, I wish I had your job. У нас глагол have в прошедшей форме had. I wish I had your job. Жаль, что у меня нет твоей работы. По-другому, хотел я бы иметь твою работу. I wish I had your job. A pretty advanced topic. Довольно также продвинутая тема, но мы подробно поговорим об этой теме на моем курсе, который начинается уже в феврале. In February. Ссылка уже в описании. Okay? Идем дальше. Как правильно сказать? Фильм был таким скучным, что я заснул. Три варианта. The film was such boring that I fell asleep. The film was so bored that I fell asleep. The film was so boring that I fell asleep. 5 секунд. Окей, правильно ли вы ответили? Давайте посмотрим. Правильный ответ третий. The film was so boring that I fell asleep. Почему именно третий они перевели второй? Потому что со словом with the word such мы не можем использовать such, только с прилагательными. Когда есть слово such, нам нужно и прилагательное, и существительное. Например, она такая красивая. Можем сказать, she's so beautiful. So можем использовать с прилагательными, только с прилагательными. Но если хотим использовать such, тогда нужно добавить существительное. Получается, она такая красивая будет she's such a beautiful girl. Дом такой большой. The house is such a big house. Или the house is so big. То есть, когда у нас идет so, мы используем только прилагательное. Но когда идет such, обязательно нужно существительное. То есть, могли бы сказать, the film was such a boring film. Тогда было бы правильно, если бы тут после boring идет еще существительное. А тут без, тогда нам нужно только so. А bored совсем не подходит, потому что мы описываем со слова bored состояние или ощущение человека. Мне скучно. I am bored. Он скучный. He is boring. Do you feel the difference? Для закрепления посмотрим контекст. Let's listen. You guys have such a beautiful house. You guys have such a beautiful house. A beautiful house. После such a идет у нас beautiful прилагательное, затем существительное. House. Второй. Such a beautiful place. Such a beautiful place. После such a у нас идет beautiful прилагательное, затем идет place. Существительное. Последний. They have such a beautiful family, don't They have such a beautiful family. Such a beautiful, затем идет существительное family. То есть such a прилагательное, затем существительное. Such a beautiful house, such a beautiful girl, such a beautiful place. Теперь посмотрим so. She's so beautiful and strong. She's so beautiful and strong. Тут нет существительного. She's so beautiful and strong. Без существительного. Второй. You were so beautiful. You were so beautiful. Дальше. Well, the flowers were so beautiful. The flowers were so beautiful. Везде без существительного. Последний. Everything looks so beautiful. Everything looks so beautiful. Do you feel the difference now? То есть с such нам нужно и прилагательное, и существительное, а с so только прилагательное. Идем дальше. Осталось 3 вопроса. The next question, let's read. Как правильно сказать? Нам нужно обсудить это позже. 3 варианта. We need to discuss about it later.
We need to discuss it later. We need discuss it later. Выбираем 5 секунд. Окей, тут не так сложно. Правильный ответ. We need to discuss it later. Тут довольно часто ошибаются. Я это часто слышу и решил добавить. Вот глагол discuss не нужна предлог, не нужна ничего. В русском вы говорите, нам нужно обсудить. Не обсудить об этом. Да, также в английском. Нам нужно обсудить это позже. We need to discuss it later. То есть глагол discuss не нужно никаких добавок. Но глагол talk нужно about. Вот именно поэтому часто путаюсь. Например, нам нужно об этом поговорить позже. We need to talk about it later. С глаголом talk, да, все верно. А с discuss нам не нужно ничего. Просто we need to discuss it later. Пару примеров. Let's listen. I don't need to discuss it. I am not at liberty to discuss it. Come on, we'll discuss it on the plane. We'll discuss it on the plane. Везде без предлога и без слова about. Просто discuss it, discuss it, discuss it. Запоминаем, discuss не нужно ничего. Let's go on. Как правильно сказать? Она, возможно, уже видела этот фильм. 3 варианта. She may have already seen this movie. She must have seen this movie already. She might already see this movie. Выбираем 5 секунд. Окей. Тут немножко продвинуто. Это называется modal perfect. И правильный ответ. She may have already seen this movie. Когда у нас есть модальный глагол may, и есть have, и есть смысловой глагол в третьей форме, означает «возможно», когда речь идет о прошлом. Возможно, я его увидел. I may have seen him. Возможно, он уже отправил деньги. He may have sent the money. Возможно, он был на вечеринке. He may have been at the party. Но, когда у нас есть must, то есть may have означает возможно, не уверен, то есть 50% уверенность. Но когда говорим must have, означает я на 100% уверен. Просто may have и must have говорит об степени уверенности. То есть сказать she must have seen this movie означает я уверен, она точно уже видела этот фильм. То есть она должна уже видеть этот фильм. Я уверен. Или he must have been there. Должно быть. Он был там. Я уверен. Он был там. То есть may have я не на 100% уверен. Must have у меня высокий степень уверенности. А might have могла быть тоже правильной, но тут нет глагола have. То есть might already see неправильно в этом контексте, так как уже видел, речь идет о прошлом. Поэтому это неправильно, так как речь тут не идет совсем о прошлом. Правильный ответ. She may have already seen this movie. Примеры. Let's listen. Margot, I may have lost the only job getting us any income. Margaret, I may have lost the only job. Мы видим may have и наш смысловой глагол в третьей форме. Lose, lost. I may have lost the only job getting us any income. Марго, возможно, я уже потерял единственную работу, которая приносит нам доход. I may have lost the only job. Возможно, я уже потерял. То есть она пока не на 100% уверена, что потеряла. Возможно, был намек на работе об этом, но пока не уверена, поэтому I may have lost the only job getting us any income. One more, let's listen. I'm telling you, you must have left your door unlocked. Тут уже видим must have. I'm telling you, я тебе говорю. You must have left your door unlocked. Я уверен, должно быть, ты оставила дверь не закрыта. You must have left означает, я уверен, ты оставил дверь не закрытой. А you may have left, возможно, ты оставил дверь
не закрыты. Заметили разницу? You may have left, я не уверен, но возможно. You must have left, ты должно быть ты оставил. Я уверен, ты так и сделал. Просто показывает разные степени уверенности. И также на курсе, разговорный курс по грамматике, это FLUENCY, начинаем уже в феврале, мы подробно поговорим об modal perfect. Еще есть must have, may have, might have, should have, could have, would have и так далее. Подробно об этом поговорим на моем курсе. Ссылка уже в описании. Переходите. И наш последний вопрос. Как правильно сказать? Я дважды был в Париже. 3 варианта. I was in Paris twice. I have been to Paris twice. I had been to Paris twice. Выбираем. 5 секунд. Окей. Правильный ответ. Present perfect. I have been to Paris twice. Когда речь идет об событии, которое в прошлом произошло, но мы не упоминаем, когда это произошло, но упоминаем количество раз. Не когда, а количество раз нам нужно present perfect. Поэтому I have been to Paris twice. Я уже видел этот фильм 2 раза. I've seen this movie twice. Количество раз, но без упоминания, когда это произошло. Если бы мы упоминаем, когда, например, я был в Париже дважды в прошлом году уже упоминаем, когда, тогда необходимо past simple. Мы бы сказали, I was in Paris twice last year. Упоминаем именно когда, а без упоминания когда нам нужна present perfect. А тут past perfect совсем не подходит. И я объясню подробно, почему так в другом видео. Тут past perfect совсем не подходит. Окей, friends, как вам тест? Вы отлично проходили тест. Сколько баллов? Сколько правильных ответов? Пожалуйста, дайте мне знать в комментарии. Please, please, please. Мне очень важно знать. И последний раз напоминаю, что ссылка для предзаписи на моем курсе уже в описании. Это даст вам лучшие условия, специальные условия для вас, те, кто у нас в предзаписи. Поэтому переходите. Мы с вами будем работать именно над улучшением разговорного английского, чтобы вы уже начали спокойно, спонтанно, уверенно использовать английскую грамматику в контексте. С помощью фильмов, музыки мы все это будем с вами делать в течение 5 weeks с другими носителями. Личный наставник, регулярные занятия, вебинары, спикинг-клубы. Все у нас будет 5 weeks. Ссылка в описании. Увидимся на курсе и в следующем видео. Bye for now.